Пропаганда, наконец признав, что России грозит тяжелейший кризис, взяла на вооружение тезис о том, что кризис – это пространство возможностей. Дескать, помните, как в 90-е люди за пару лет становились миллионерами? Теперь и у вас есть такой шанс. Уже неплохо, что признано само наличие пепла, что все очень плохо. Но сейчас звучит идея разглядеть в этом пепле нового феникса, признаки небывалого возрождения. Сегодня поговорим о том, почему экономический кризис действительно время возможностей, но только не в этот раз и не для нас. Если мы посмотрим в учебник по экономике, то действительно увидим, что спад является нормальной частью экономического цикла, и после него наступает подъем. Однако есть проблема. К сожалению, авторы учебников не часто описывают ситуации, когда ополоумевший диктатор развязывает агрессивную войну, и на страну за это накладываются санкции, изолирующие ее от мира. Разница же между классическим экономическим спадом и кризисом, в который Россию загнало вторжение в Украину, огромная. Чтобы понять, в чем она заключается, необходимо понять, из-за чего спады обычно происходят. Современная экономическая теория объясняет экономический цикл внешними шоками. Иными словами, если бы мы жили в абсолютно стабильном мире, где не меняется ничего, от государственных расходов до курса валют, экономика бы постоянно производила продукт на максимуме своих возможностей. Но в таком мире, к сожалению, мы не живем, поэтому иногда приходят спады. Рыночная экономика в процессе своей жизни неизбежно накапливает неэффективность. В ней растут дисбалансы, размножаются переоцененные активы, новые рынки не могут расти и развиваться, потому что ресурсы заняты. Классический пример – рынок жилья. Мы знаем, что квадратный метр в Москве в долларах подорожал за первые 7 лет нулевых почти в 10 раз. Если вы купили однушку на Выхино в начале 2000 года за 20 тысяч долларов, то в следующие 100 месяцев до лета 2008 она вам приносила, по самой скромной оценке, более 1000 долларов пассивного дохода в месяц, просто за счет роста ее рыночной стоимости. Если вы ее еще и сдавали все это время, то реальная доходность становится сравнима разве что с каким-то криминальным бизнесом. Это классический пример пузыря. Когда у вас появляется суперактив, который только растет, все участники рынка видят, с какой скоростью он растет, и вкладываются в него. Потому что на его фоне все прочие инвестиции бессмысленны. И в какой-то момент, который невозможно предвидеть, актив полностью отрывается от реальной оценки и растет уже просто потому, что все верят, что он будет расти, и создают искусственный спрос. Вы видите, что за прошлые 2 года квартира подорожала в 2 раза, и верите, что в следующие 2 случится то же самое. Ну и покупайте. Цена и растет. Перегретый инвесторский спрос порождает массовое строительство. Спрос на стройматериалы, банковские кредиты, потребность в рабочей силе, тянет за этим все, что связано со строительством, вообще с жильем. Тем временем, все это стоит на идее, что однушка в Выхино в июле 2008 стоит 150 тысяч долларов, а в июле 2010 будет стоить 300. Может ли такое случиться? Может ли жилье на окраине Москвы стоить сравнимых денег с центром Нью-Йорка? Такой вопрос в угаре роста никто не задает. Более того, если кто помнит, то офигевание любых иностранцев от цен буквально на все в Москве было даже предметом национальной гордости. А перегретый рынок продолжает всасывать в себя все ресурсы, все инвестиции и всех специалистов. Когда пузырь закономерно лопается, помимо массы личных трагедий, утраты инвестиций и рабочих мест, происходит массовое высвобождение ресурсов. Простаивают станки, офисы, склады, а сокращенные сотрудники сидят без работы. Из-за того, что станки и офисы никому особо не нужны, цена на них падает, и они продаются дешево. Из-за высокой конкуренции за рабочие места работники идут работать на низкую зарплату, и в этой ситуации заниматься бизнесом становится чрезвычайно выгодно. Вы, конечно, больше не можете гарантированно удвоить свой $1 миллион, просто накупив квадратных метров в Москве. Но все еще хотите его удвоить, и вместо покупки недвижимости вы вкладываете в IT-стартап или открываете сеть барбершопов. Создаете новые рынки, новые рабочие места. К тому же во время спада стимул получает экспорт, так как теперь производить товары и услуги ваша страна может дешевле, чем ее соседи, и, соответственно, продавать их наружу, а там их покупают дороже. Это сильно упрощенная модель, но она показывает, откуда берется то самое пространство возможностей в кризис. Старое равновесие исчезло, прежние активы обесценились, но инвесторы все еще хотят зарабатывать.
Людям все еще нужны рабочие места, и тот, кто придумает, как это все привлечь, страшно разбогатеет. Вот оно и пространство возможностей. Еще один классический пример – кризис 1998 года. Сегодня сложно в это поверить, но тогда в России вовсе не существовало, например, кафе. И вообще всей той сферы услуг для среднего класса, к которой мы привыкли. Сфера услуг отражала степень социального расслоения. Есть столовые забегаловки с тараканами и колбасой третьей свежести, а есть фешенебельные рестораны, ужин в которых это 2 средних зарплаты. Нет 3-звездочных гостиниц вообще. Есть внеразрядные ночлежки с брежневским ремонтом и свирепыми вахтерами, и сразу, безо всякой середины, националь и метрополь. Это естественное состояние переходных экономик. Такое было всюду в эпоху индустриальной революции. Такое сейчас есть в беднейших странах Африки. Либо ночевка в хижине, либо 5-звездочный дворец для богатых иностранцев. В результате кризиса, который сильнее всего ударил именно по богатым, создался зачаток среднего класса, прослойки между ультрабогатыми и нищими, и появился спрос на совсем иную сферу услуг. Я больше не могу оставить $300 за ужин, но могу $5 за бизнес-ланч. И сфера эта моментально возникла, привлекла инвестиции, развилась, и до новейших времен индустрия обслуживания работающих горожан с деньгами – это, вместе с IT, настоящий предмет гордости российской экономики. Вот это было время возможностей. Люди создали новую индустрию и разбогатели. Классический циклический кризис – это санитар леса. Те бизнесы, которым было суждено умереть, умирают, расчищая кормовую базу для чего-то нового и лучшего. Например, кризис 70-х годов в США породил современную гражданскую авиацию. Полеты перестали быть премиальной услугой и стали массовыми. Самолеты из лимузинов стали автобусами. Он же породил современный IT-сектор, потому что деньги и кадровые ресурсы искали себе применение, лишившись роста в секторе индустриальном. Ну вот. А что же нынешний наш кризис, который пришел к нам в Россию в результате того, что Путин начал войну с Украиной? Наш нынешний кризис сильно отличается от обычного, стандартного кризиса, о котором мы поговорили раньше. Он совсем иной. Нынешний кризис вызван не экономическими причинами. Он вызван самым страшным внешним шоком – масштабной войной. Войной, которая привела к жесточайшим финансовым ограничениям, паническому бегству иностранного капитала, массовой иммиграции самых квалифицированных специалистов, а главное – сделала Россию неприкасаемой для любой новой активности. Сегодня мы видим, что неприкасаемый – это не только про американские, европейские или японские деньги. Крупные китайские компании, которые хотят работать по всему миру, точно так же держатся подальше от российской юрисдикции, потому что при масштабах российской экономики риск не оправдан. Вы обратили внимание, что вслед за Google Play и App Store приложения подсанкционных банков исчезают из Apple Gallery, принадлежащей Huawei? Просто потому, что компания Huawei хорошо знает, что такое поссориться с американским правительством. Предыдущий такой конфликт с запретом на сервисы Google превратил смартфоны компании за пределами Китая из лидеров рынка в куски дорогостоящего пластика. Какова национальная привязка компании, канадская она, китайская или вьетнамская, совершенно неважно. Если это достаточно крупная компания, которой нужен мировой рынок, к России она уже не приблизится. Не из высоких моральных соображений, а потому что это до предела опасно. И раньше полковник ФСБ твой $1 миллиард мог забрать, а менеджер посадить. Сегодня же в любой момент случится новая буча, и твой $1 миллиард окажется под санкциями. Специфика этого кризиса будет состоять в том, что без зарубежного оборудования и комплектующих, без эмигрировавших специалистов, без желания иностранцев иметь какое-либо дело с Россией, упадет не только реальный уровень выпуска, но и потенциальный. Иными словами, даже если экономика будет работать на пределе своих возможностей, она уже не сможет производить столько же, сколько раньше. Проблема завтрашней России будет состоять не в специалистах, сидящих без работы и простаивающих станках, как при обычном кризисе, а в отсутствии этих самых специалистов и станков вовсе. Когда же экономика России придет к какому-то равновесию, она окажется на значительно более низком уровне, с высокой безработицей и низким производством. С таким уже никакие чиновники из Центрального банка и правительства, компетентны они или нет, не помогут. Грамотная макроэкономическая политика может помочь экономике прийти к равновесию, но никакая Набиуллина не сможет увеличить производственные возможности страны. Чем-то этот кризис, пусть и в несоизмеримо большем масштабе, будет похож на кризис коронавируса.
Экономика не сможет себя стабилизировать на прежнем уровне, потому что кризис в ней вызван не экономическим дисбалансом, но внешними ограничениями. В тот раз это был запрет на перемещение, закрытие торговли и услуг. В этот раз запрет работать с Россией вовсе. Значит ли, что у этого кризиса вообще не будет победителей? Конечно, нет. Как минимум, взаимные санкции создают подспорье для деятелей теневой экономики, потому что за обход этих торговых ограничений хотя бы кто-то из производителей и покупателей будет готов щедро платить. Если вы знаете, как в больших масштабах серыми схемами завозить из Евросоюза через Кыргызстан подсанкционные буровые установки или бутылки с шампанским, можете радоваться. Вы и есть тот победитель. Однако для части моих зрителей, которые не соответствуют этому критерию, все становится менее однозначным, мягко говоря. Возможно, без нужды конкурировать с западными компаниями выиграют некоторые отечественные предприятия. Сказать какие сложно, ведь вместе со снижением конкуренции они, как и все, столкнутся с недостатком оборудования и комплектующих. Однако, даже если от изоляции выиграли бы все отечественные компании, заплатило бы за это все равно российское общество. Причем ущерб от импортозамещения будет во много раз значительнее, чем польза. Чтобы понять насколько, можно вспомнить одну не очень давнюю историю. С 2007 года в России запрещено обращаться к зарубежным компаниям для генетических анализов. Выиграли от этого несколько десятков лабораторий по стране, которые получили дополнительное финансирование. А вот проиграли от этого целые отрасли, от фармакологии до криминалистики. Потому что секвенирование ДНК в России по-прежнему стоит в разы дороже, чем за рубежом. Например, если две команды исследователей, одна российская, вторая европейская, будут изучать, допустим, генетические особенности меланомы и получать одинаковое финансирование, у европейской команды научные статьи будут выходить выше уровнем просто потому, что они просеквенируют больше образцов. Итого, кризис – нормальная, неизбежная и во многом положительная черта рыночной экономики. Кризис позволяет резко скинуть с себя наросты неэффективности и перейти совершенно в новое качество. У рыночной экономики есть встроенные в саму ее философию механизмы, позволяющие стабилизировать себя после самых ужасных спадов. Причем именно после самых ужасных спадов появляются совершенно невиданные рынки. Люди начинают зарабатывать на том, о чем раньше и не думали. Кажется, что контекстная реклама, вот этот вот блочок с объявлениями в результатах поиска, на котором сегодня делают миллиарды долларов, это настолько очевидная бизнес-модель для поисковика, как встать и открыть глаза просто. Но до кризиса доткомов в 2000 году ее не было в массовом обороте. Знаете, на чем Яндекс планировал зарабатывать? На продаже коробочных решений для поиска по корпоративным серверам, а сайт Яндекс.ру планировался просто как бесплатная демо. Без огромного кризиса доткомов 2000 года, который погубил львиную долю тогдашнего IT, не было бы сегодня никаких компаний с триллионными капитализациями. Но мы имеем дело не с экономическим кризисом вообще. Мы имеем дело с экономическими последствиями войны. Мы имеем дело с тем, что крупнейшие экономики мира поставили своей целью забрать у России лишние деньги на ведение агрессии и убийства мирных людей. Этот кризис не про создание новых возможностей. Этот кризис про работу на минном поле, где никогда не знаешь, что будет дальше и какие еще будут санкции, каким деньгам еще запретят доступ и какая отрасль во взаимодействии с Россией еще окажется под запретом. Причем все те проблемы, которые были, всевластие силовиков, угроза правам собственности, раздутое и репрессивное законодательство, высокие запутанные налоги, не просто никуда не денутся, а будут только усугубляться. Ведь тот аппарат государства и тот аппарат насилия, на котором держится Путин, придется в условиях резкого сокращения кормовой базы чем-то одаривать, поддерживать их лояльность. Выпадающие бюджетные доходы будут компенсированы за счет граждан и бизнеса. Все меньше будет препятствий у силовиков для отъема собственности, все репрессивнее будет законодательство. Вспомните, что на фоне тех же рассуждений о пространстве возможностей государство заблокировало Инстаграм, оставив сотни тысяч людей, большинство из которых совсем не звезды-миллионеры, а обычные СММщики, копирайтеры, фотографы, менеджеры или, не знаю, продавцы тортов, малые бизнесы, которые через Инстаграм вели свою работу. Так вот, всех их оставили без работы, без бизнеса. Так работает всегда. Внешние ограничения всегда влекут ужесточение режима внутри. Увеличение власти силовиков и регулирующих органов, сокращение и без того крошечного пространства свобод. Экономика получает удар с двух сторон. Чем сильнее снаружи, тем жестче внутри.
Будет ли этот кризис временем возможностей? Будет, но скорее всего для полковника ФСБ, чем для обычных граждан. Для нас с вами пространство экономических возможностей сократится до удовлетворения базовых потребностей, для работы на самых бедных, коих будет становиться все больше. Базовая еда, базовая одежда, минимальные услуги. Это будущее российской экономики. Причем внешний мир очень постарается, чтобы это было именно так, и не иначе. Ничего позитивного сегодня. Как и почти все время в последние дни. До завтра.